Сегодня я покажу, как связать вот такие симпатичные ажурные слитки. Вязать их совершенно нетрудно. Кто умеет хоть немного вязать на спицах, свяжет их без особого труда. Использую пряжу производства Турции. Акрил. 300 метров в 100 граммах. Так как акриловые нитки очень растягиваются, я добавляю еще 2 катушечные нити. Спицы 3,5. Набираю на круговые спицы обычным способом 10 петель. Первый ряд. Первую кромочную петлю сняла. Потом все лицевые за заднюю стенку. В первом ряду последняя петля изнаночная. Во втором ряду также все лицевые, но уже за переднюю стенку. Это платочная вязка, когда вяжешь лицевыми с двух сторон. Последняя петля изнаночная. С третьего ряда начинаю делать расширение мыска. В конце и в начале ряда буду делать прибавление петель. Первую петлю сняла, поднимаю протяжку над петлей, протяжку одеваю на левую спицу и сразу провязываю лицевой за заднюю стенку. Далее вяжу все лицевые до последней кромочной петли. Поднимаю протяжку от последней провязанной петли. Эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. Последняя кромочная петля изнаночная. На спице 12 петель. Вязание по вернулам. Четвертый ряд – это изнаночный ряд. Кромочную снимаю. Все остальные петли до конца ряда провязываю лицевыми. В конце ряда изнаночная петля. Прибавления в этом ряду не делала. Вязание по вернулам. В пятом ряду также буду делать прибавление петель. В начале ряда и в конце, как в третьем. На спицах уже 14 петель. 2 раза через ряд сделала прибавление. Следующий изнаночный шестой ряд прибавления не делаю. Вяжу как четвертый. Таким образом, делаю прибавление в каждом лицевом ряду. Прибавляю до тех пор, пока не будет 20 петель. Связала эту часть мыска. Провязать надо от наборного края 12 рядов. Это 3 сантиметра. На спицах у меня 20 петель. Перед вязанием узора необходимо провязать 2 подготовительных ряда. Первый подготовительный лицевой ряд, все петли лицевые. В первом ряду кромочную последнюю провязываю изнаночной. Вязание повернула. Второй подготовительный ряд. Кромочную снимаю, вяжу изнаночными. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Отметила маркером лицевую сторону слитков. Теперь буду вязать мысок узором. Я выбрала этот узор. Вы можете взять любой другой.
Главное, чтобы уложились в раппорт 18 петель в ширину и в высоту 24 ряда. В описании под этим видео есть ссылка на мастер-класс. Также ссылку можно увидеть в рекомендации в этом видео. Провязала 24 ряда. Это 2 раппорта узора. После узора провязываю 3 ряда платочной вязки. Высота мыска 11 сантиметров, ширина 8,5. Приступаю к вязанию боковых частей. 20 петель надо разделить пополам. Вязание повернула изнаночной стороной к себе. Снимаю первую петлю. Далее все петли вяжу лицевыми. Боковые части буду вязать платочной вязкой. Провязала 9 петель, а 10-ю изнаночной. 10-я петля теперь кромочная. Вязание поворачиваю. Второй ряд боковушки. Первую петлю снимаю, потом вяжу лицевыми петлями. Вяжу только 10 петель первой боковушки. Остальные 10 петель отправляю на леску спицы. Последняя кромочная петля изнаночная. Таким образом вяжу всю боковую часть. Провязала я первую боковую часть, 49 рядов. Первую петлю снимаю, провязываю следующую, протягиваю через провязанную снятую петлю. Закрываю петли обычным способом, на лицевой стороне вязания, в 50 ряду. Нить не обрываю, вытаскиваю большую петлю и оставляю ее на боковой части. Общая длина слитка 24 сантиметра. Ширина 4 сантиметра. Вторая боковая часть вяжется как первая. Нить вытаскиваю из середины мотка. Кончик нити прикладываю к краю вязания. Первую петлю провязываю изнаночной. Из-за того, что идет присоединение нити. Дальше вяжу все петли лицевыми. Начинала вязать первую часть с изнаночного ряда, поэтому и вторую боковую часть также буду начинать с изнаночного ряда. В конце ряда изнаночная. Вязание повернула на лицевую сторону. Первую петлю снимаю, дальше вяжу лицевыми петлями. Последнюю кромочную, это 10-я, провязываю изнаночной. Вязание повернула на изнаночную сторону. Вяжу точно так же, как вязала первую боковушку. 2 боковые части я связала. Закрываю петли на второй боковой части. Нить вытянула и обрезала.
Приступаю к вязанию подъема. По краю слитка на лицевой стороне пересчитываю петли. Достаточно пересчитать от края одной боковушки до начала набора петель. 45 петель у меня на одной боковушке, 10 петель по центру, плюс 45 петель по второй боковушке. Итого 100 петель. Первую петлю, которая осталась на первой боковушке, одеваю на круговые спицы. Далее с кромочных крючком поднимаю петли. Сначала 45 петель, потом 10 петель, потом опять 45 петель. Подняла все петли. С этих петель буду вывязывать высоту подъема. Поворачиваю изнаночной стороной к себе. Первую петлю снимаю. Все остальные петли провязываю лицевыми. Подъем вяжу платочной вязкой. Последнюю кромочную петлю буду провязывать изнаночной петлей. Следующий ряд подъема – это лицевой ряд. Первую кромочную снимаю, потом все петли лицевые. Всего провязать надо 12 рядов платочной вязки. Это будет 5 платочных дорожек. За счет высоты подъема можно регулировать ширину слитков. Ширина слитков с подъемом 14 сантиметров. Вязание закончила на изнаночной стороне. Если верх получился узким, то можно отрегулировать высотой подъема. Связать больше рядов, чем я связала. Приступаю вязать подошву. Беру вязание лицевой стороной вверх и вяжу петли боковой части. Первую петлю снимаю. Дальше буду вязать лицевыми петлями. Мне надо провязать до начала подошвы 45 лицевых петель. Центральные 10 петель – это петли подошвы. Поэтому сейчас буду уже вязать только петли подошвы. Первый ряд подошвы. 9 лицевых петель. Довязала до 10 петли. Она в подошве последняя. 10 петлю подошвы и первую петлю на второй боковой части провязываю вместе изнаночной петлей. На изнаночной стороне буду провязывать 2 вместе лицевой. Вязание повернула на изнаночную сторону. Второй ряд. С изнаночной стороны вяжу так. Кромочную петлю снимаю. Далее все петли лицевыми до 10 последней петли подошвы. Десятую петлю и одну петлю боковой части провязываю с изнаночной стороны вместе лицевой за задние стенки. Вязание повернула. Провязала 2 ряда подошвы. Начиная с 3-го ряда буду делать расширение. Общая ширина подошвы у меня должна быть равна 16 петель. Кромочную петлю снимаю. Поднимаю протяжку. Эту протяжку одеваю на левую спицу и провязываю ее лицевой. Дальше вяжу лицевыми, не довязывая последнюю петлю подошвы. В лицевом ряду прибавляю в начале и в конце по одной петле.
конце ряда надо сделать прибавку. Поднимаю протяжку под последней провязанной петлей на правой спице. Одеваю эту протяжку на левую и провязываю ее лицевой петлей. Потом 10-ю петлю подошвы провязываю изнаночной петлей вместе с первой петлей боковой части. Ширина моей подошвы равна 10 петель. Добавила 2 петли, теперь 12. Вязание повернула. 4-й ряд. В изнаночных рядах прибавление петель не надо делать. Первую петлю снимаю. В изнаночных рядах при снятии кромочной нить перед работой. Вяжу лицевыми до последней петли подошвы. Она видна, это последняя петля. Там промежуток между петлями. Потом последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части провязываю вместе лицевой за заднюю стенку. Вязание повернула на лицевую сторону. 5-й ряд. Это лицевая сторона, нечетные ряды. В этом ряду надо прибавить по одной петле в начале и в конце ряда. Вяжу его как 3-й ряд. На спице 14 петель. Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Перехожу к вязанию 6-го ряда. Все изнаночные ряды четные. Вяжу его как 4-й. Седьмой последний ряд, в котором буду делать прибавки. Вяжу его как 5-й ряд. Провязала этот ряд. На спице у меня 16 петель. Вязание повернула и теперь вяжу изнаночный 8-й ряд. Больше прибавлений делать не буду. Все петли лицевыми до последней. Последнюю петлю подошвы провязываю лицевой вместе с первой петлей боковой части. Убавляю до тех пор, пока в каждой боковой части не будет по 6 петель. От боковых частей остались непровязанными по 6 петель на каждой. Вязание держу лицевой стороной вверх. Первую петлю снимаю. Потом вяжу лицевыми петлями. До конца ряда не довязываю 3 петли. Первую и вторую петлю подошвы провязываю лицевой вместе за переднюю стенку. Последнюю петлю подошвы провязываю изнаночной вместе с первой петлей боковой части. Вязание повернула
изнаночный ряд вяжу точно так же. Первую кромочную снимаю, потом лицевые. Не довязываю до конца ряда последние 3 петли подошвы. Первую и вторую провязываю вместе лицевой, последнюю петлю подошвы провязываю вместе с первой петлей боковушки, тоже лицевой, так как это изнаночная сторона. Вязание повернула. В каждом ряду я должна убавлять по 2 петли. Одну петлю с боковой части и одну петлю с подошвы. Продолжаю таким образом вязать и дальше, убавляя по 2 петли. Боковые петли все убрала. Закончила убавление на изнаночной стороне. Осталось 4 петли. Первую петлю снимаю, 2 петли вместе, лицевой за переднюю стенку. Последняя петля изнаночная. Вязание повернула на изнаночную сторону. Осталось 3 петельки. Эти 3 петли я провязываю вместе за заднюю стенку лицевой. Длину подошвы я связала. Теперь надо сделать задний шов. Иглу протягиваю через большую петлю и затягиваю. Делаю шов с лицевой стороны. Иглу вставляю справа налево, только подхватываю иглой петельки не кромочные, а петли, которые идут за кромочной, с одной стороны и с другой также. Получается вот такой шов, который почти незаметен. Край нити закрепляю и прячу на изнаночной стороне. Теперь буду делать обвязку верха следков. На заднем шве прикрепляю нить, делаю петлю и закрепляю ее воздушной петлей. Обвязку буду делать 2 ряда. Первый ряд каждую кромочную петлю по одному столбику без накида. Второй ряд обвязку буду делать рачьим шагом. Вязание не поворачиваю. Точно так же держу лицевой стороной вверх. Столбик без накида провязываю слева направо, назад как бы. Следующий столбик без накида также провязываю слева направо. Обвязка столбиками без накида делается против часовой стрелки. Крючок тройка, довольно толстый. В конце ряда протянутая соединительная петля.
До свидания, до новых встреч!